Мужчины, здравствуйте! Всех приветствую у себя в гостях. Меня зовут Алла. Кто еще не знаком со мной, кто у меня впервые на канале, подписывайтесь на мой канал. Сегодня будет общий расклад на тему. Давайте посмотрим сегодня, какая женщина хочет с вами отношений. Это может быть бывшая, с которой вы в ссоре. Это может быть новая женщина, которая в вашем окружении. Ставьте лайки этому видео и выбирайте свой вариант. Итак, это будет первый, это будет второй. Так, поехали. Какая женщина хочет быть с вами в отношениях? Первый вариант. Шестерка жезлов. Судя по сигнификатору, вы эту женщину уже знаете. То есть это знакомая для вас женщина. Женщина достаточно уверена в себе. Женщина очень яркая и харизматичная личность. Что это значит? То есть это человек, с которым всегда есть о чем поговорить. Это человек, который яркий, который выделяется из окружающих людей. То есть на нее точно смотрят другие мужчины. Она точно попадает под завистливые взгляды других женщин. Чем-то она выделяется. Может быть, она занимает какую-то руководящую должность. Может быть, она просто очень красива. Может быть, она с какой-то изюминкой, с каким-то таким, знаете, вот чем-то выделяющимся, с харизмой. То есть, если взять, например, 10 женщин, она точно будет выделяться из всех 10. Поэтому тут однозначно очень интересная барышня. Так, теперь давайте спросим, что между вами на сейчас. Какие между вами сейчас отношения? Ну, это новое знакомство. Значит, смотрите, такое ощущение, что вы раньше с ней были знакомы, но вы в каких-то таких, знаете, отношениях были, ну, скорее это как либо какой-то официоз. Здесь подойдет расклад для тех, у кого там может быть коллега ваша, клиентка. Здесь может быть какое-то социальное взаимодействие с этой женщиной. Ну, то есть вы с ней знакомы, но это было больше знакомство такое, знаете, здравствуйте, здравствуйте, как ваши дела, так-то и так-то, до свидания, до свидания. Ну, то есть вот в таком формате. То есть тут ничего не было личного. У кого-то, кстати, может отыграться, что это ваш адвокат, женщина. Знаете, иногда бывает такой парадокс. Мне клиент рассказывал, кстати, что он пошел разводиться со своей женой, пошел к адвокату, и потом именно с этим адвокатом женщиной у него сложились отношения. Поэтому бывает так. Поэтому для кого-то это может быть адвокат, для кого-то это может быть юрист ваш, для кого-то это может быть любой консультант, к которому вы обращались в какой-то сфере жизни за консультацией. Поэтому здесь изначально были такие официозные отношения, но тут что-то изменилось. А что тут изменилось? Ну, тут, видимо, мужчина как-то начал проявляться. Видимо, вы тут как-то, ну, я так смотрю, по картам робко как-то проявлялись. Но, видимо, вы тут какой-то либо намек могли дать, либо, может быть, поулыбались, либо она как-то с вас считала, эта женщина, вашу симпатию. Что-то вы тут, видимо, либо добивались очень долго. Похоже на то, что вы очень долго добивались. Что-то тут женщина как-то так, знаете, очень долгое время не особо шла на контакт. А как она к вам относится в принципе? Да, здесь женщина очень долго держала какую-то оборону. И здесь, кстати, знаете, что еще может у кого-то отыграться? Что у этой женщины были незавершенные отношения. То есть у нее мог быть, например, муж, с которым она или не жила вообще, или не спала с ним, просто они жили под одной крышей. Либо это мог быть какой-то мужчина из прошлого, например, ее бывший муж. Ну, то есть как бы этот человек как-то там был в ее жизни, как-то проявлялся в ее жизни. И она вот как бы была в таком, знаете, шпагате, в том плане, что она не понимала, то ли я с ним в отношениях, то ли я с ним не в отношениях, ну, то есть такое непонятное, как это было. И поэтому она вот как бы не особо впускала другого мужчину в свою жизнь, потому что не совсем была завершена история с бывшим, с предыдущим мужчиной.
Так, что еще можно сказать? Что у кого-то еще может, знаете, что отыграться, что она не спешила вступать в следующие отношения, она боялась, что или она не сделала еще вывода вот из предыдущих отношений, или она еще не отошла от этих отношений, как бы не отпустила эти отношения. То есть она могла бояться повторения того же самого сценария, вот как с тем предыдущим мужчиной. Вот это еще, ребят, может быть. Так, хорошо. Как на сейчас она к вам настроена? Ну, смотрите, аркан дьявол, семерка пентаклей. Все равно я не могу сказать, что она с вами честна. Вот смотрите, то есть все равно здесь человек почему-то упирается. Она здесь очень боится получить облом. Так, аркан. Угу, влюбленная. Знаете что, ребят, тут, видимо, ее мужчина предыдущий изменил. У большинства отыграется, что либо мужчина ее бросил, либо он ей изменил, либо принес ей какую-то очень большую эмоциональную боль. И по этой причине она закрылась, и так бывает, и это, в принципе, нормально для любой психики, как для мужчин, так и для женщин. Когда тебе сделали больно, ты закрываешься, и даже если тебе нравится какой-то другой мужчина, ну, как бы ты как делишься на два человека. Один человек говорит, я хочу этих отношений, мне нравится этот мужчина, я хочу с ним попробовать новое отношение, может быть, они будут классными. А второй человек внутри тебя говорит, нет, не надо, потому что ничего там не получится, этот окажется такой же, как тот обидел, значит, и этот обидит, никому не верю, поэтому не надо вообще никого к себе подпускать, и не надо никаких нам отношений. И вот этот вот внутренний конфликт, именно он мог повлиять на то, что женщина ведет себя достаточно странно по отношению к вам. То есть, с одной стороны, вы видите, что вы интересны, вы видите, что вроде бы как посыл к вам идет, что да, я хочу с тобой быть, но ее поступки, они могут очень сильно отличаться от того, что вы от нее ловите чисто интуитивно. То есть она может, например, игнорировать, она может говорить, что да, а потом говорить нет. Она может соглашаться с вами на свидание или на встречу, потом не приезжать и как бы какие-то дурацкие отговорки вам объяснять, почему она не может приехать. Ну, то есть, как бы здесь человек однозначно боится вступать в отношения. Здесь такое ощущение, знаете, что вот она делает шаг, робкий шаг вперед, как только она чувствует, что вы готовы перейти на какие-то более серьезные шаги, она сразу делает 2 шага назад. И у вас ощущение, знаете, вот как будто, если взять ассоциацию с автомобилем, как будто вы давите ногой на газ и молниеносно давите, даже нет, не так, как будто одной ногой вы давите на газ и второй параллельно давите на тормоз. Вот представьте, что будет с вашей машиной происходить, если вы будете 2 ногами давить на газ и одновременно на тормоз. Ну, вот такое же вот похожее в ваших отношениях сейчас. Вроде бы как и давит на газ, потому что аркан колесница тут где-то у меня выпадал. С другой стороны, здесь 4 мечей, это как раз тормоз. Вот поэтому ваши отношения пока сейчас не едут. То есть тут нужно время, тут нужно более детальнее понять, как проложить маршрут к сердцу этой женщины. Потому что здесь вы ей очень интересны как мужчина, в сексуальном плане, и визуально вы очень нравитесь, и энергетически вы ей очень как бы привлекательны. Но пока здесь у человека вот есть какие-то триггеры, которые не закрыты из прошлых отношений. Так, двоечки. У кого первый не срезонировал, посмотрите второй вариант. Кто еще не подписался, подписываемся на мой канал. Ставим лайки и переходим ко второй позиции. А тут 7 мечей. Ну, начало так себе. Не очень. В этих отношениях сейчас однозначно какой-то ступор, недоверие друг к другу. Так, кто вы вообще друг к другу? О, вы расстались, ребят, вы сейчас никто друг другу. Этих отношений сейчас нет. Вы здесь уже, видимо, много раз давали шансы друг другу. Значит, кому подойдет вторая позиция? Это может быть ваша любовница, это может быть ваша жена, это может быть ваша девушка, с которой вы несколько раз пытались заходить в отношения, что-то менять.
договариваться, искать какие-то компромиссы. Но такое ощущение, знаете, что вот, например, вы расстались, потом вы проявляете инициативу, миритесь с вашей инициативой, и потом проходит какое-то небольшое время, и опять начинаются ссоры и расставания. Здесь такое ощущение, что что-то тут не то. Тут такое ощущение, как будто вы эту женщину тянете за собой, она почему-то упирается. Так, а чего ты упираешься? Слушайте, тут знаете, что может быть? Вы могли замуж предлагать. Вы могли либо предлагать замуж, либо могли предлагать ей съехаться. Она здесь боится семьи, она здесь не готова пока иметь детей. Она здесь не готова к серьезным отношениям, к каким-то ответственным подходам. Здесь знаете, что может быть? Здесь может быть очень молоденькая девушка, это первое. А второе, здесь может быть женщина, у которой, например, уже есть ребенок от первого брака, и она не хочет детей. Вы, например, еще не имеете детей, и вы хотели бы от этой любимой женщины детей, она не хочет. Это раз. Во-вторых, она здесь может не хотеть вообще официальных каких-то, официальной регистрации браков. Здесь человек... Значит, первый вариант. Первый вариант – это женщина, которая имеет детей от предыдущих браков, женщина, которая уже была официально замужем, и она туда не хочет. А вы, например, как вариант, холостяк, который никогда не был женат, у которого не было детей, и вы хотите вот как бы и семью, и официальный брак, и вот здесь у вас, конечно, не сходятся ваши взгляды на будущее. И тут получается, знаете что? Женщина к вам тянется, у женщины здесь к вам однозначно есть чувства, но здесь человек, который очень боится каких-то официальных договоренностей. Помните, как был фильм, по-моему, там Джулия Робертс играла, «Сбежавшая невеста», если я не ошибаюсь, этот фильм, по-моему, так назывался. Так вот, у нее были психологические, скажем, такие триггеры, когда ее подводили к алтарю. Она просто, вот у нее тупо начиналась паническая атака, и она сбегала из-под венца и просто убегала. И на вопрос, что с тобой происходит, она говорила, я не знаю, что это. Ну, то есть, как бы вот на нее настолько накатывала тревога, на нее настолько накатывало какое-то отчаяние, что она просто сбегала из-под венца, и эти отношения как бы заканчивались. И так было очень много раз, причем всех этих мужчин она любила. У мужчин тоже, кстати, есть, я забыла, как это называется, психологии, когда мужчины боятся именно официально оформлять отношения. Ну, вот здесь вот такая же картина, только у женщины. Значит, здесь может быть девушка молоденькая, которая, в принципе, не хочет пока никаких отношений, что там я тебе готовлю, я тебя жду с работы, вот я с тобой на 100% определилась. Нет. Здесь может быть девушка, которая говорит, что я хочу сначала там закончить институт, я хочу там устроиться, построить карьеру, я пока ни к чему серьезному не готова. Ну, типа, вот как, давай будем находиться с тобой в отношениях, но без каких-то вот клятв, что вот все, мы с тобой 100% определились, идем по жизни вместе. Вот как-то тут человек, может быть, в силу своей юности, как бы я тебя люблю, но я тебе пока никаких гарантий не могу дать. Здесь вот так. И второй вариант это, что здесь взрослая женщина, у которой уже была семья, есть дети, и она уже не хочет ни детей, не хочет здесь заново выходить замуж. И проблема здесь не в вас, то есть она вас любит на самом деле, она здесь с вами хочет быть, но она боится повторения вот того, что было у нее в семье, плюс здесь может быть уже возраст, и она боится рожать просто банально. И плюс здесь страх того, что вот если она полностью откроется вам, откроет свое сердце, а вы потом скажете, там, ну ты не хочешь детей, ты не хочешь замуж, значит все, давай прощаться. И для нее это тоже очень весомый такой аргумент, из-за которого она боится полностью вот с вами входить в отношения. Типа, ну вот я сейчас к тебе привыкну, я сейчас пойму, что вот ты мне нужен, при этом я понимаю, что замуж я не хочу, детей не хочу, а ты мне потом скажешь, ну все, пока.
Поэтому тут может быть такая логика у кого-то, что лучше к тебе вообще не буду привязываться, потому что вот ты можешь все равно от меня уйти. Поэтому, ребят, тут глубокая либо травма, либо здесь человек еще юный, и, ну, как бы ей еще рано думать про замужество, про детей, как бы, то есть она еще не хочет никаких семейных жизней. Здесь человек хочет просто, вот, ну, знаете, как живем здесь и сейчас. Вот ты мне нравишься, я тебя люблю, мне с тобой классно, тебе со мной классно, типа, что ты заморачиваешься, как бы, ну, давай жить сегодняшним днем. Здесь человек боится думать про будущее, здесь человек боится давать вам каких-то обещаний, здесь человек боится, что вот вы потом начнете что-то требовать, а она не сможет вам это дать. Вот это тоже большой страх. Поэтому здесь человек не готов к каким-то вот прям таким серьезным отношениям. Понимаете, ведь на самом деле вот почему-то люди, они думают, что если тебе говорят, что я тебя люблю, значит, это уже гарантия того, что я хочу быть с тобой вместе навсегда. Нет, ребят, нет, нет и еще раз нет. Испытывать чувства, любить, это не всегда говорит о том, что с этим человеком ты хочешь прям вот выйти за него замуж или жениться. Понимаете, быт и любовь – это разные вещи. Можно любить, но не хотеть жениться. И наоборот, можно жениться и не любить. Или там можно любить мужчину и при этом не хотеть за него замуж. Или хотеть замуж, но при этом не любить. Поэтому это разные вещи на самом деле. И большинство людей, они как бы вот лепят все в кучу. И это очень большая ошибка. Поэтому здесь женщина любит, но замуж не хочет. Вот как хотите, так и понимаете. У кого срезонировал расклад, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Для заказа личных гаданий мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp или в Telegram. На все вопросы отвечаю только в переписке. На этом всем хорошего дня и всем пока.